Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы делаем домашку по 14 уроку. Начнем с первой задачи. В этой задаче мне нужно сравнить вводимое число в это поле ввода с 10. Если число, которое я ввел, больше 10, вывести big, иначе small. Решение начну в теле функции. Также, видите, я уже в переменную v1 получил то значение, которое пользователь вписывает в поле ввода. Все, что мне осталось сделать, это написать условие. Пишем v1 больше 10. Если v1 больше 10, то мы что делаем? Выводим в наш дивчик слово big. Иначе, то есть я дописываю else, выводим другое слово small. Проверяем, как это написано. Вписываю 20 big, 5 small. Все решено верно. Переходим к следующей задаче, к задаче номер 2. В этой задаче нам нужно проверить, какое состояние этого чекбокса. Если он отмечен, то при клике на кнопку нам нужно вывести true. Если же он не отмечен, то при клике вывести false. Решение буду писать в теле функции. И первым делом мне нужно получить то самое состояние. То есть отмечен наш чекбокс или нет. Для этого я у нашего инпута беру такое свойство, как checked. Наше новое свойство. И после этого в переменную v2 попадет булевое значение. То есть true или false. Отмечен или не отмечен. Все, что мне осталось, это написать условие, при котором я проверю это значение. Например, если он у нас отмечен, то я вывожу в наш дивчик слово true. Если же он не отмечен, я выведу false. Проверяем, как оно работает. Клик false, отметили true. Далее я сделаю ряд улучшений этой задачи. То есть ранее мы с вами говорили о том, что мы вообще одну и ту же задачу можем решить очень разными способами. И сейчас я наведу пример другого решения. Решение, которое будет чуть-чуть короче. Изначально я это решение вот так вот скопирую и закомментирую ниже. А выше уберу вот это. И в такой конструкции оно будет работать абсолютно так же. Так как if работает таким образом, что в качестве условия вот сюда он по факту принимает булевое значение, то есть true или false. И если по факту в условии написано true, отрабатывает тело if. Если false, отрабатывает тело else. Но это не все. Сейчас я покажу вам очень краткую запись. Именно эту задачу я могу решить еще короче. Я могу решить ее вообще не используя условия if-else. Как я это сделаю? Я буду выводить в наш дивчик в out.in.html сразу переменную v2. Вот так. И в такой конструкции при клике вижу false, отметил, вижу true. Я смог сократить нашу задачу аж до такого решения только потому, что в свойстве checked уже находится булевое значение. По факту true или false. И именно этот true или false я даю при клике. То есть сама логика условия, типа изменения true-false, она уже встроена внутрь этого чекета. А я просто беру и использую готовый результат. Переходим к следующей задаче. Следующая задача номер 3. И там нам нужно сделать следующее. В ней мне нужно сделать так, что когда я кликаю по кнопке, если чекбокс не отмечен, кнопка становится красной. Если чекбокс был отмечен, то кнопка становится зеленой.
То есть мне нужно менять фон нашей кнопки, исходя из того, какое состояние чекбокса. Окей, решение начну с тела функции и первым делом получу то самое состояние с помощью свойства checkIt. После чего, когда я уже получил наше значение, я могу это проверить. То есть, если чекбокс отмечен, я беру нашу кнопку, беру у нее style, а потом конкретный стиль background и меняю его на зеленый. Если же не отмечен, меняю на красный. После этого тестирую, как оно работает. Клик красный, отметил зеленый. Переходим к четвертой задаче. В этой задаче мне нужно считывать значение чекбокса. И если чекбокс отмечен, то после клика я в дивчик вывожу слово visible. Если же чекбокс не был отмечен, то тут ничего не должно быть. Начну, конечно же, с того, что изначально получу наше значение из чекбокса. И как только я его получил, могу прописывать наши условия. Если v4 равняется true, ну то есть он отмечен, то я могу взять наш дивчик out4 и в него записать слово visible. Тестируем работу. Нажал ничего, отметил visible. Теперь важный нюанс. Если я сниму галочку и кликну повторно, visible у нас не затрется. Если я хочу, чтобы он затирался, мне нужно прописывать дополнительную логику. Ну, то есть учитывать и этот момент также. Для этого я добавлю еще вот сюда else. И если наш чекбокс не отмечен, то он будет равняться пустой строке. Ну, то есть я затираю таким образом visible. И при повторном тестировании отметили visible, сняли, затерлось. Переходим к пятой задаче. В этой задаче мне нужно сравнить число, которое вписывается в это поле ввода с нулем. Если я сюда вписал 0, то при клике увидит слово zero. Если любое другое число, то no zero. Решение буду писать в теле функции, вот тут вот. И первое, что я сделаю, напишу наш if, где я проверю входные данные с нулем. Если я вписал 0, то я в дивчик наш буду выводить слово zero. Иначе, то есть добавляю else, no zero. Вот так. И не забываем поставить плюсик вот тут. Потому что когда я беру value из нашего инпута, то оно всегда в типе данных string. И мы помним, что 3 равно, они сравнивают не только значения, но и типы данных. Если бы вот тут вписанное число, ну, например, вот так вот напишу 0, было в типе данных string, визуально это было бы вот так вот, то данная запись дала бы false. Давайте все-таки протестируем, как это работает. Я вписал 20 клик no zero, 0 клик zero. Отлично. Можем переходить к шестой задаче. В этой задаче нам нужно сравнить два этих поля ввода и вывести в дивчик наименьшее число. Ну, например, я написал 20, 10, то при клике увижу 10. Если бы тут было написано 40, то при клике я бы уже увидел 20. Для этой задачи я также изначально уже получил все наши данные из полей ввода. И мне осталось прописать только правильное условие, при котором я сравниваю, видите, первое число со вторым. И если первое число больше, то я буду выводить число поменьше. В нашем случае это вот так.
иначе, то есть добавляю else, противоположное число. То есть вот так. Проверяем работу данной логики. 20, 40, клик 20. Отлично. Попробуем вот тут вот написать 80. Проверяем 41. Работает отлично. Переходим к 7-й задаче. В этой задаче мне нужно проверять состояние инпута. И если input отмечен, то при клике выводить в консоль слово call. Если он не отмечен, то ничего не выводить. Разумеется, начну с того, что изначально получу то самое состояние, отмечен или не отмечен. И когда я его получил, я могу сравнивать, если VSEM равняется true, ну то есть оно отмечено. В консоли я буду выводить слово call. Вот так. Проверяем. Клик. Ничего. Отметил. Кликнул. Появилось. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.